Если у вас есть коричневые пятна на лице или на теле, то, скорее всего, у вас пигментация. Я поделюсь с вами 3 важными шагами, которые нужно пройти для решения этой проблемы. Сегодня мы с вами разберем, что такое пигментация, какие виды пигментации бывают, как ее лечить и какой подход в лечении подойдет именно вам. А также в конце видео я расскажу вам про свои любимые средства и подскажу, какие бюджетные средства вы можете приобрести, которые также эффективно работают с данной проблемой. Для начала давайте разберемся, как она выглядит. Веснушки – это врожденная особенность кожи. Это маленькие пятнышки золотистого цвета на лице, которые вы можете наблюдать в детстве. Если же уже в течение жизни у вас образовались пятнышки в области декольте или спины, то это, скорее всего, результат хронического фотоповреждения кожи, и это уже является патологической пигментацией. Также в течение жизни вы можете наблюдать появление пятен на лбу, на висках, на щеках и над верхней губой. Это могут быть пятна от 1 см до 6-8. Они могут сливаться в течение жизни и образовывать большие сливные пятна от светло-желтого до темно-коричневого цвета. Эти виды пигментации появляются в результате хронического фотоповреждения кожи на фоне гормональных нарушений, а также на фоне дефицитных состояний некоторых микроэлементов, например, таких как цинк и железо. А также это может быть результат классического фотоповреждения кожи. В эту категорию включаются патологические состояния кожи, связанные с избыточным синтезом и накоплением меланина в коже. Они называются хлоазма, мелазма, солнечная лентиго и, опять же, банальное фотостарение кожи. То, как они выглядят, зависит от причины появления пигментации, глубины залегания пигмента, а также от срока ее существования. С чего же нам начать путь лечения? Для начала нужно разобраться, есть ли у вас пигментация. Если у вас в детстве не было веснушек и вдруг появились пигментные пятнышки в течение жизни, это пигментация. Если у вас после загара на коже лица остались пигментные пятна и никуда не уходят со временем, это пигментация. Если у вас были на лице воспалительные элементы, например, как при таком заболевании, как акне, и после их разрешения, то есть после того, как вы вылечили кожу, остались пигментные пятнышки коричневого или вишневого цвета, это поствоспалительная гиперпигментация. Если у вас было повреждение кожи, например, какие-то ранки или ссадинки, и после них на этом месте образовалось пятно, это посттравматическая гиперпигментация. Если пигментные пятна появились у вас во время беременности, во время лактации. Лактация – это период, когда женщина кормит ребенка грудью. Или, например, пятна появились в период постменопаузы или на фоне приема гормональных средств, то это тоже патологическая гиперпигментация. Или ее еще называют гормональная гиперпигментация. Однако, перед тем, как говорить о лечении гиперпигментации, давайте поговорим о ее профилактике. Перед выходом на солнце обязательно используйте солнцезащитные средства. И неважно, есть у вас уже гиперпигментация или ее нет. Если у вас есть какие-то воспалительные элементы на коже, обязательно как можно быстрее приступайте к их лечению, так как уже известно, что если воспалительный элемент существует более 2-3 недель, то после его разрешения, то есть после его излечения, на этом месте сформируется постакне в виде рубчика или в виде гиперпигментного пятнышка поствоспалительного. А также я рекомендовала бы вам проходить диспансеризацию своего организма раз в год и смотреть, в каком состоянии находятся гормоны щитовидной железы, половые гормоны. Обязательно проводить исследование ультразвуковое брюшной полости для определения, в каком состоянии находится желчный пузырь и желчные протоки, так как застой желчи оказывает влияние на кожу в целом. Она становится более чувствительной к ультрафиолету. И, конечно же, наблюдать за дефицитными состояниями таких микроэлементов, как железо и цинк, и витамин D. Итак, продолжим. Если мы определились с тем, что у вас есть патологическая пигментация, то теперь важно определить глубину залегания пигмента. Это и является вторым шагом к успешному лечению пигментных пятен. Образование меланина – это защитная функция нашей кожи от солнечных лучей. В результате фотостарения кожа утолщается, усиливается синтез меланина, и он накапливается в коже. Как уже известно, солнечные лучи бывают двух типов – типа А
и типа Б. Типа А проникает очень глубоко в кожу и вызывает разрушение коллагена и эластина. Тип Б действует поверхностно и вызывает мощные повреждения эпидермиса. Их сочетанное действие лучей типа А и типа Б вызывает нарушение работы меланоцитарной системы, и в результате этого мы получаем пигментацию. Чем сильнее и дольше идет воздействие ультрафиолета на кожу, тем глубже залегает пигмент, и тем устойчивее становится пигментация, и тем сложнее с ней работать. Поверхностная пигментация, которая не проникает глубоко в кожу, для врача более легкий вариант лечения, так как эпидермис обновляется каждые 28 дней. С дермой все намного сложнее. Для назначения эффективного лечения нам нужно понимать глубину пигментации, площадь пигментации, и только так врач-дерматолог или врач-косметолог сможет назначить вам действительно эффективное лечение. Эти параметры врачи могут определить при помощи специальных аппаратов. В нашей клинике используется аппарат Антера. При помощи него мы можем определить вид пигмента, как глубоко он залегает, а также сосудистые нарушения кожи и количество эластина и коллагена в вашей коже. Повторим 3 наших шага. Первый шаг. Мы определили, что у вас есть пигментация. Второй шаг – это определение глубины залегания пигмента. И, наконец, мы подошли к нашему третьему, самому интересному шагу. Это лечение пигментации. Оно основано на 3 важных китах. Первое – это профилактика более глубокого повреждения кожи, чтобы пигмент не проваливался глубже, так как мы с вами уже выяснили, что чем глубже залегает пигмент, тем сложнее с ним работать. Поэтому врач назначает солнцезащитные средства с высоким фактором защиты или космоцевтические продукты с высоким фактором SPF, так как нам нужно предотвратить дальнейшее мутагенное действие ультрафиолета, разрушение эластина и коллагена. Второе – это назначение наружных средств для местного применения с целевыми ингредиентами, то есть веществами, которые разрушают пигмент и не дают провалиться ему глубже в кожу. К этим веществам относятся кислоты, химические пилинги, ретинол, гидрохинол и другие вещества. Давайте чуть подробнее поговорим о кислотах. В нашем организме есть такой фермент, который называется тирозиназа. Он влияет на скорость синтеза меланина и его подавление. Транексамовая кислота, так же как и коевая кислота, воздействует на тирозиназу, подавляя ее активность. Азолаиновая кислота прекрасно переносится кожу, снимает воспаление и великолепно работает с пигментацией. Салициловая кислота снижает воспалительный процесс кожи, влияет на скорость отшелушивания мертвых клеток с поверхности кожи, а также улучшает регенеративные свойства клеток. И, конечно же, самая любимая наша и популярная гиалуроновая кислота. Она увлажняет кожу, восстанавливает, помогает ее лучшей регенерации и просто необходима при любом виде лечения пигментации. И, конечно же, наш любимый и всем известный ретинол. Он участвует в улучшении клеточного обмена и также очень активно работает с пигментными пятнами. Он препятствует передаче меланосом от меланоцитам к кератиноцитам. Давайте поговорим с вами о том, что такое загар. Наша кожа состоит из 3 слоев – эпидермис, дерма и подкожная жировая клетчатка. Эпидермис – это самый поверхностный слой кожи. Я постаралась схематично его изобразить на доске. Эпидермис также состоит из нескольких слоев. В самом низу находится базальная мембрана. Именно в области нее располагаются стволовые клетки, то есть клетки, способные к делению. Чем выше клеточки поднимаются, тем менее они дифференцированные. И на самом верху у нас уже располагаются роговые чешуйки. Клетки кожи называются кератиноциты. Между кератиноцитами располагаются клетки, которые называются меланоциты. Они имеют такую причудливую форму в виде перчатки. И один меланоцит обслуживает несколько кератиноцитов. Что же происходит, когда мы выходим на солнышко? Солнце светит, его лучи попадают на кожу.
Лучи бывают ультрафиолетовые лучи типа А. Они действуют более глубоко, так как длина волны у этих лучей больше. Ультрафиолетовые лучи типа Б работают более поверхностно. Их сочетанное действие оказывает мутагенное действие на наши клетки, то есть действие, повреждающее нашу ДНК. Солнце светит, лучи попадают, и кератиноцит подает сигнал СОС, то есть сигнал о помощи клетке меланоциту. В меланоците находится пигмент, который называется меланин. Он заключен в меланосому. Меланоцит выпускает меланосому в межклеточное пространство, ее захватывает кератиноцит, пузырек лопается, и меланин выстраивается вокруг ядерного аппарата клетки. Когда этот процесс завершается, мы получаем на коже ровный загар. Именно поэтому я говорю о том, что загар – это защитная реакция кожи на воздействие ультрафиолета. Третий кит успешного лечения пигментации – это косметологические процедуры. И давайте сначала поговорим о пилингах. Пилинги нам помогают работать с поверхностной пигментацией. Очень эффективен, например, такой пилинг, как пилинг Джеснера. Также здорово работают пилинги с фитиновой кислотой, молочной кислотой, миндальной кислотой. Врач во время процедуры вам может предложить не один пилинг, например, желтый, а предложить целую схему послойно наложенных пилингов. Не пугайтесь, это тоже работает и работает очень эффективно. Плазмолифтинг. Эта процедура была ранее очень популярна. Доктор берет у пациента кровь, помещает ее в специальную пробирку с гепарином и дальше помещает эту пробирку в центрифугу. В результате центрифугирования кровь разделяется на фазы, и одна из них – это плазма. К сожалению, бедная тромбоцитами, хоть ранее говорили и обратно. На сегодняшний день используется другая технология, она называется PRP-технология. Точно так же проходит процедура. У пациента врач берет кровь, помещает ее в пробирку, только это уже технологичная, более современная пробирка с цитратом натрия. Далее помещает эту пробирку в более современную центрифугу, которая не повреждает тромбоциты при вращении. И у нас получается плазма двухфазная. Одна – это плазма бедная тромбоцитами, и вторая – это плазма богатая тромбоцитами. Так вот, инъецирование этой плазмы, богатой тромбоцитами, в кожу дает очень хорошие результаты в работе с пигментом. Биоревитализация. Биоревитализация – это процедура, когда врач вводит в кожу или подкожно гиалуроновую кислоту. Гиалуроновая кислота в комплексе с другими веществами, такими как, например, янтарная кислота или аминокислоты или тригалоза, дает очень хорошие результаты по работе с пигментацией. Помимо наружной терапии и инъекционных методик, очень хорошие результаты мы получаем при работе на аппаратах, на платформе IPL. Например, Quantum M22 или Lumika. Пигмент очень хорошо поддается лечению. Татьяна Владимировна, а возможно ли убрать пигментацию за одну процедуру на аппарате? Конечно же, все индивидуально, и каждый человеческий организм уникален. В зависимости от того, на какой глубине располагается пигмент, от этого будет зависеть количество необходимых процедур. Например, если у вас пигмент залегает очень поверхностно, то вполне возможно, что вам хватит и однократной процедуры. Если пигмент залегает глубже, то вам врач назначит комплекс процедур. Аппаратные косметологические методики дают очень хорошие результаты, но самые эффективные протоколы – это сочетанные протоколы, в котором есть место и аппаратным, и инъекционным методикам. И, конечно же, нельзя забывать об очень важном моменте – это ваш домашний уход. Теперь поговорим о 3 моих фаворитах в борьбе с пигментацией. И начнем мы с крема от компании Innoderma Dark Spot. За что же я его люблю? За его состав. Давайте поподробнее об этом. Ретинол. Он улучшает клеточное обновление кожи, выравнивает тон кожи и улучшает текстуру кожи. В него также входит миндальная кислота, коевая кислота, которые являются ингибиторами тирозиназы. Также в составе есть гликолевая кислота, токоферол, который обладает мощным антиоксидантным действием.
Крем Dark Spot от Innoderma – это, конечно, потрясающий продукт, но он далеко не бюджетный. И тут я хочу обратить ваше внимание на то, что не нужно расстраиваться. Обращайте внимание в первую очередь на состав. Так, например, в свободном доступе и абсолютно по невысокой цене вы можете приобрести сыворотку противопигментную от Geltex Anti-Age эффектом. В ее состав входит рицинол, неоцинамид, витамины группы А и Е. Такой комплекс активно работает с пигментацией и даст очень хорошие результаты. Из аптечного сегмента я хочу вам посоветовать линейку Redermic от компании La Roche-Posay. В нее входят 3 продукта. Это гель-крем для области вокруг глаз, гель-крем для лица и сыворотка. Вторым моим фаворитом в работе с пигментацией является сыворотка от компании SkinCeuticals Discoloration. Опять же, обращаю внимание на ее состав. В него входит транексамовая кислота, которая улучшает состояние уже существующих пигментных пятен, профилактирует появление новой пигментации. Это неоцинамид, который также осветляет кожу, и комплекс Hepis, который отвечает за клеточное обновление. Опять же, обращаю ваше внимание на состав сыворотки Discoloration. С подобным составом можно найти более бюджетный продукт. Например, сыворотка от Artfact, которая содержит транексамовую кислоту и неоцинамид, что является залогом успешной работы с пигментными пятнами. Моя рекомендация номер 3 – это сыворотка, в составе которой есть витамин С. Витамин С очень хорошо работает с любым типом пигментных пятен, особенно тех, которые появились в ходе естественного старения или в результате воздействия солнечных лучей на кожу. Он хорошо осветляет кожу. И третий мой фаворит – это сыворотка от компании SkinCeuticals Ferulic. В ее составе большая концентрация витамина С. Из бюджетных средств с подобным составом я бы порекомендовала вам сыворотки и крема от компании Belif и Feel Free. А из аптечных серий хорошо себя показали Vichy Lift Active Supreme и Vichy Lift Active Specialist. Все эти средства содержат гиалуроновую кислоту и витамин С в высоких концентрациях, что обеспечивает нашу кожу сиянием и ровным тоном. Помимо этих средств, я хочу обратить ваше внимание на корейскую косметику. Дело в том, что в Корее существует тренд на белую кожу. И, конечно же, у них давно уже есть разработки активных веществ, работающих против пигментных пятен. Что также немаловажно, обращайте свое внимание на сроки хранения косметологических средств. Так как, например, многие сыворотки имеют срок годности после вскрытия 2-3 месяца, а далее их эффективность резко снижается. Последний мой совет на сегодня – это обязательно используйте солнцезащитные средства. Если вы серьезно настроены на работу с кожей, избавиться от уже существующей пигментации и предотвратить появление новых пигментных пятен, использование солнцезащитного крема просто необходимо. Отдельное видео об использовании солнцезащитных средств вы можете посмотреть на нашем канале. Там дана более подробная информация. Ссылка в описании. Если у вас есть пигментация, сделайте первый шаг к избавлению от нее. Обратитесь к врачу-косметологу или дерматологу. Он назначит вам грамотный домашний уход, а также помните, что комплексная работа – это самая эффективная. Она включает в себя домашний уход, аппаратные и инъекционные методики.